Пенсия – тема запутанная, и бывает трудно понять, выполнили ли вы все требования для ее получения, особенно в другой стране. Вот сколько времени вам нужно платить в пенсионный фонд в Германии, чтобы получать дополнительное обеспечение в старости. Как работает пенсионная система в Германии? Существует ли минимальный срок, в течение которого нужно вносить платежи? Как насчет периодов безработицы? Какой текущий пенсионный возраст? Как выйти на пенсию раньше срока? Всем привет! Вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Как работает пенсионная система в Германии? Пенсионная система в Германии довольно запутанная, но в основном она базируется на трех составляющих: государственная пенсия, трудовая пенсия, частная пенсия. Для простоты мы сегодня поговорим только о первой, поскольку именно она касается всех. В течение своей трудовой жизни работники платят 18,6% от своей ежемесячной зарплаты в пенсионный фонд. Это обязательный взнос, делится между вами и вашим работодателем, то есть из вашего кармана уходит только 9,8%. Для фрилансеров ситуация немного сложнее. В большинстве случаев самозанятые могут добровольно отчислять средства в пенсионный фонд, но при этом им придется самостоятельно оплачивать все 18,6% взносов, если только они не платят Künstler-Sozialkasse, специальный социальный фонд для художников и других творческих работников. Размер пенсии, который вы получите позже, обычно зависит от нескольких факторов: насколько высока ваша зарплата, в каком возрасте вы выходите на пенсию, как долго вы платили в пенсионный фонд. С 2004 года минимальная пенсия, которую вы можете получить, установлена в размере 43% от вашей последней зарплаты. По этой причине многим людям приходится пополнять свою государственную пенсию за счет трудовой или частной пенсии или откладывать какие-то сбережения. Существует ли минимальный срок, в течение которого можно вносить платежи? Да, или точнее сказать, их несколько. Вот основные из них, которые вам необходимо знать. 5 лет. Это общий срок ожидания. Для получения права на пенсию, то есть к моменту достижения пенсионного возраста, вам необходимо накопить не менее 5 лет взносов. Это также сумма взносов, необходимая для получения пенсии в связи со смертью, например, пенсии вдовца или специальной пенсии для людей, которые не могли работать или чей потенциал работника был снижен в течение длительного периода времени. 20 лет. Это минимальный срок, в течение которого вы должны вносить взносы, если хотите претендовать на пенсию для людей с резко сократившимся потенциалом заработка. Это относится только к вам, если у вас было менее 5 лет взносов работника до того, как вы, например, тяжело заболели или лишились возможности работать. 35 лет. После 35 лет вы будете иметь право на так называемую пенсию застрахованного лица с длительным стажем, что означает, что вы можете выйти на пенсию немного раньше официального пенсионного возраста. Это также время, за которое вы должны заплатить, чтобы получать так называемую Grundrente, систему доплаты к низким пенсиям, и получить доступ к государственной пенсии для тяжело больных. 45 лет. После 45 лет вы можете получать так называемую пенсию застрахованного лица с особо длительным стажем, которая также позволяет вам выйти на пенсию немного раньше. Однако у этого есть и обратная сторона, о которой я вам расскажу позже. А как насчет периодов безработицы? Все зависит от того, чем вы занимались, когда были безработным, а также от причин безработицы. Почти во всех случаях периоду обучения или учебы, период болезни и время, ушедшее на воспитание детей, засчитывается в общую сумму. Для людей, живших в ДДР, также учитываются периоды безработицы из-за политических преследований. При подсчете общей суммы за 35 лет общие периоды безработицы также могут быть засчитаны, но при подсчете общей суммы за 45 лет время, подсчитанное на получение Arbeitslosengeld 1 или Arbeitslosengeld 2, не будет засчитано. Некоторые эксперты рекомендуют устроиться на мини-работу, находясь на Arbeitslosengeld 1, поскольку это не повлияет на размер вашего пособия, но будет считаться страховым периодом и может быть добавлено к общей сумме. Какой текущий пенсионный возраст? В настоящее время официальный пенсионный возраст в Германии составляет 67 лет. но в ближайшие годы он будет поэтапно повышаться. В своем коалиционном соглашении светофорная коалиция социал-демократов, зеленых и свободных демократов пообещала не повышать пенсионный возраст в дальнейшем, хотя демографические проблемы могут сделать это обещание трудновыполнимым. Это связано с тем, что в настоящее время на пенсию выходит огромное количество людей из поколения бэби-бумеров, а это означает, что людей, вносящих средства в пенсионный фонд, становится меньше и забирающих их больше.
Это означает, что пенсионные фонды растут медленнее, чем число пенсионеров, что вызвало острую дискуссию о том, является ли нынешняя система Германии устойчивой. Хотя некоторые экономисты и видные деятели из ассоциации работодателей предлагают еще более повысить пенсионный возраст, правительство пока отклонило это предложение, однако канцлер Олаф Шольц заявил в декабре, что он хочет стимулировать людей работать дольше, а не выходить на пенсию раньше срока. Как выйти на пенсию раньше срока? Если вы не против столкнуться с неодобрением Шольца, вы можете выйти на пенсию раньше, если вы платили в пенсионный фонд в течение 35 или 45 лет. Однако обратной стороной этого является то, что размер получаемой вами пенсии уменьшится. Как правило, ваша пенсия сокращается на 0,3% в месяц или на 3,6% за каждый дополнительный год, максимум до 14,4%. С другой стороны, хорошая новость для трудоголиков заключается в том, что то же самое действие в обратном направлении. Чем позже вы выходите на пенсию, тем больше денег вы получите, когда наконец сделаете заслуженный перерыв. Ну вот и все, вот такая была сегодня новость. Пишите обязательно в комментарии, что думаете по этому поводу. Ставьте лайк этому видеоролику, подписывайтесь на этот канал. И всем пока!